Я прошла Assassin's Creed 2, и из старых это всего лишь второй Assassin, который я проходила. Когда-то давно я прошла первый и решила ознакомиться с коллекцией Аудиторы. Я прошла Истоки, Одиссею, Вальгалу, и благодаря тому, что у меня нет абсолютно никакой ностальгии, и я совершенно спокойно смотрю на все части Ассасинов, я столкнулась с рядом приключений. Дело в том, что новые Ассасины не делали такой явный акцент на лазании, прыжках, несмотря на то, что они там также есть. Однако из-за того, что ты их особо не чувствуешь, и слава богу, иначе в таких открытых, потрясающе красивых мирах это превратилось бы в кошмар. Из-за этого, когда я начала вторую часть, я обалдела. Блять, я уже ненавижу этих ассасинов, ебучих, просто ненавижу, сука! Я пришла в какую-то подземную катакомбу на вилле внизу, и там надо на тайминге прыгать с палки на ебучую палку, сука, у меня не получается, нихуя, блядь, они. И причем это вообще не основная штука, то есть это к сюжету не имеет никакого отношения, сука, нахуя я сюда пришла, блядь, я уже 40 минут пытаюсь пройти эту хуйню. Привыкала я к прыжкам очень и очень долго, однако со временем стало лучше, но не до конца. Здесь есть такой момент, что если, например, ты чуть-чуть повернешь влево, а тебе надо, например, прямо, то Эцио уже никуда не прыгнет и никуда не пойдет. Это дико неудобно. Я прекрасно понимаю, почему в новых частях избавились от такой системы, потому что это просто невыносимо. Здесь столько интересных мест, которые хотелось бы посмотреть поближе, но ты не можешь, потому что либо рядом нет нужной палки, либо там вообще дыра, либо ты просто не можешь туда как-то забраться. Я обожаю Assassin's Creed из-за потрясающих карт. Я делала передачу и делаю «Вокруг света», где хожу и детально все смотрю. И когда мне хочется залезть в каждую щель, посмотреть все места, которые только есть, и вот во второй части это можно сделать не везде. Я точно не стала диким фанатом сюжетной линии. Да, она интересна, однако ничем прям вау не отличается от других частей. Тут на любителя это не шедевр. Ну, конечно же, нет. Похожая ситуация была с Devil May Cry. По большей части это, конечно же, ностальгия, но у меня ее нет, поэтому я смотрю на ассасинов непредвзято. Моя версия является коллекцией Ezio Auditore, и, боже, ну какая же она красивая. Это просто божественно. Я видела скрины оригинальной версии, и это жуть, а вот ремастер обалденски красивый, четкий, никаких размазанных странных картинок. Все сделано идеально. Так как здесь есть вид от первого лица, я постоянно занималась фотоохотой и наслаждалась картой. Также я, конечно же, облазила все тайные места, и теперь у меня есть доспехи Альтаира. Вот Альтаир мне больше нравится, чем Эцио, хоть его и мало было. Я не только прошла Assassin's Creed Odyssey, в которой делается уклон на историю Ису, а также дополнение Атлантида, где мы, собственно, и узнаем про людей, про Ису, про способности и как это вообще началось. Благодаря тому, что я уже все это знала, мне было интересно, как же студия решила тогда, чуть ли не 20 лет назад, показать начало-начала. И я не разочаровалась. Что мне нравится во всех ассасинах, в которые я играла, так это очень харизматичные персонажи. В Одиссее, например, это был Алкивиад, которого я обожаю. А здесь... Вы не мужчины, лакеи, жалкие шавки. Что, вы меня не боитесь? Ничего, сейчас я доберусь до вас и это исправлю. Я отрежу ваши головы, помочусь на них и засуну их к себе в фига. Я проткну ваши бали вилкой и поджарю. Как вам такая мысль? Смеешься? Думаешь, я не опасна? Потому что у меня есть вот это. La tête, la mia tête. Тебе бы хотелось на них поглядеть, да? Потрогать, потискать, полизать, да? Ну так подойди, докажи, что ты мужчина. Я так дам тебе по яйцам, что они у тебя из ноздрей выскочат. Свора грязных псов. Убирайтесь прочь, не то я прикажу вас всех посадить на колья на стенах крепости. Может быть, вы поэтому и не уходите. Мечтаете, чтобы вам в задницу воткнули длинный дубовый шест? Боже милосердный. Где они вас откопали? В женском монастыре? В жизни не видела такой толпы жалких, трусливых оборванцев.
когда я прикажу вас оскорбить. Это был самый крутой диалог из всех, которые я только слышала. Вот эта женщина вообще идеально подходит для Эцио Аудиторе. Эцио — это такой альфа-самец, молодой, горячий, брутальный. Аудиторе мстит за своего отца и таким образом узнает, что он ассасин, и вся его семья ассасины. Здесь и начинается наше приключение. Я поражаюсь, насколько же огромный мир Ubisoft делали уже тогда. Нам предоставили несколько городов, какой-то крупнее, какой-то меньше, однако на то время их очень много, и это удивительно. Насколько же все проработано и улучшено в коллекции. Не только города и предметы интерьера порадовали меня, а также костюмы. Я, конечно, не представляю, как бы в реальности с таким баулом Эцио скакал бы и прыгал, однако черный костюм Альтаира — это прям конфетка. Я бы даже сказала тортик. Вы только посмотрите, как он красивый. Обожаю моменты, когда ты слушаешь разговор Ису, и внезапно ты понимаешь, что она говорит с тобой. Остальное зависит от тебя, Дезмонд. Такое тоже было в Одиссее, и это так неожиданно. Очень понравилась вилла Монтериджони. Она, кстати, существует в реальности. Мало того, что у меня есть своя вилла, так ее еще можно апгрейдить, и она будет приносить доход. Денег у меня здесь куры не клюют, и я даже не знаю, куда мне столько, учитывая, что я покупаю только хилки. Персонаж, который их продает, божественен. Сама экосистема мира разработана таким образом, что через каждые пару секунд вы будете с чем-то взаимодействовать. И да, поначалу это интересно, однако, когда ты уже наиграл свои 10-12 часов, то любой шорох коробок, взгляд стражи и те же блудницы тебя уже не так радуют. Особенно, если ты убегаешь по заданию или же тебе срочно надо скрыться. Карта Флоренции и Венеции не маленькая, однако она вся напичкана людьми и предметами, и ты будешь либо сталкиваться с людьми, либо врезаться в стены, и поэтому такое наполнение не показалось мне чем-то интересным уже спустя 5 часов. В остальных же районах карты, где меньше людей, казалось, будто совсем пусто, и это так интересно наблюдать, как с годами люди учились, создавались новые карты, новая флора и фауна, и как грамотно она была расставлена, чтобы не было ощущения пустоты или наоборот густоты. Коробки и люди меня не так сильно смущали, как эти прыжки. Я их терпеть не могу, вот правда, но это какой-то кошмар. Однако, какие же тут классные мимолетные события. Например, можно кидать деньги, к вам будут подходить музыканты и орать на всю округу, и чтобы их заткнуть, вы кидаете монетки, и они от вас отстают. Таким образом можно затеряться в толпе. Дамы легкого поведения тут играют вообще не последнюю роль. Мало того, что их можно нанять, чтобы отвлечь стражу, так они еще и являются частью сюжетной линии. Именно блудницы научат нас скрываться и красть денежки незаметно. В общем, дамам доступны все криминальные дела. Леонардо да Винчи — это еще одна моя любимая часть в «Ассасинах», когда участвуют известные личности. Сам Леонардо здесь развернулся во всей красе. Его способности понадобились нам, чтобы полетать на горе-дельтаплане. Именно он изготовил двойной клинок, ядовитый клинок, перчатку, ядовитые дротики, а также всячески помогал нашему Эцио во время сюжетной линии. С помощью фрагментов мы могли улучшать клинок и пользоваться новым оружием. Здесь даже есть пистолет. Это вообще отдельная история с этим пистолетом. Я просидела 3 часа на задании с кораблем. Нужно было по-тихому убить мужичка, и именно скрытно. То есть ты сначала сбрасываешь стражу с корабля, потом залезаешь, ждешь, пока солдат пойдет назад, а потом стреляешь. И вот если ты, не дай бог, сбросил стражу на пару секунд раньше, или же случайно не заметил солдата, который стоит внизу, то все, надо начинать заново. И меня настолько это задрало, я устала, и в итоге я просидела на этом весь вечер. Таких идиотских моментов было 2. Это корабль и конь, когда ты заканчиваешь игру и находишься в Риме. Суть такая. Тебе надо быстро проскакать на коне и пройти через всю стражу. Хилки у меня почти закончились, орда наступала, конь-огонь свалился. То он прыгает, то он не прыгает. В это время на тебя нападает стража. Тебе надо забраться наверх, и они тебя, естественно, тянут вниз, зажимают в тиски, и все. Ты не можешь никуда деться от слова совсем. И что делать? Ничего, опять заново. Но мы не сдаемся, и, конечно же, это все можно пройти, и я все это прошла. По поводу каких-то злодеев, вот я вам честно скажу, только в Вальгалле Локи был интересный. В остальных, ну, вообще никакого интереса у меня не было. Я говорю про самых последних. То есть здесь это была такая тумба ходячая, которая стала папой римским. В истоках это был тоже какой-то странный мужик, и мне вот никогда не было интересна эта часть повествования. Зато Ису интересовали меня всегда. Именно поэтому я еще люблю Одиссею, однако вернемся к семье Аудиторе. Собралась очень интересная компания. Воры, проститутки и благородная семья Аудиторе вместе с великим изобретателем Леонардо. Вообще смесь бульдога с носорогом. Саму сюжетку я прошла за часов 14 плюс-минус. Однако вы думаете, это все? Конечно же нет, учитывая, что у меня пройдено 80% игры на платину, и перья
я уже нашла. Так что я еще добью платину в Assassin's Creed 2, и тогда уже перейду на следующую часть. Очень странная система сделана на Соньке с коллекцией. Я не могу посмотреть ачивки сразу за все части по категориям, потому что их нет. То есть для того, чтобы посмотреть ачивки, например, в следующей части, мне надо ее запустить и постоянно переходить с одной на другую. Зачем? Непонятно. Можно же было, как все студии с дополнениями делают, просто отдельную категорию сделать и всегда смотреть, что еще осталось. Очень непонятная штука. Несмотря на то, что я люблю дизайн больше в новых частях, но все равно сам интерфейс и меню здесь обалденные. Учитывая года, это вообще настоящий хай-тек. Вы только посмотрите, какой минимализм. Красота. Я фанат меню посередине. Такая же история есть в RDR 2, это очень удобно. Намного удобнее и выглядит лучше, чем внизу где-то там в углу какие-то маленькие иконочки. Из всего многообразия дополнительных мероприятий меня бесили все задания на скорость. Я ненавижу все задания на скорость ни в одной игре, особенно здесь. То тебе надо на фестивале скакать как горный козел, то значит во время поиска гробницы тебе тоже надо прыгать. И это насилие какое-то надо мной происходило несколько часов. Самое интересное, что в такие моменты ты думаешь, господи, да горя оно все огнем. А как только прошел, тебя подотпустило, и ты дальше идешь проходить сюжет. Но таких диких моментов было очень много. Прям вот очень много. Если бы не моя любовь вообще ко всей истории, лору ассасинов, то я бы точно не выдержала и бросила бы это все. Хочется пройти всех ассасинов до истоков, так как дальше уже все пройдено. Однако не стоит делать это прям как конвейер подряд. Потихонечку, по чуть-чуть, и за несколько лет я пройду все. На платину ли? Это большой вопрос. Но платину в Assassin's Creed 2 я добью в ближайшее время.